Мадса и Миккельсена! Вечеринка! Привет, Мадс! Спасибо. Присаживайтесь, конечно, да. Надеюсь, вы уже готовы к тому, чтобы задавать свои вопросы, правда же? Окей, Мадс, приветствую тебя от всех, кто пришел сегодня на Comiccon Russia. Hi everyone. Comiccon Russia. Скажи, какой раз ты уже в России? Это первый раз в России твой? No. I've been here 4 times. Уже четвертый. In Moscow. В Москве. А когда ты приезжал впервые? В каком году? I think it was in 97. 97. В 97-м. И как в целом впечатление от страны, от нашей? Что тебе запомнилось больше всего? I love Russia. I mean, normally I work a lot, but I love going out eating. I love your food, and I love your language. It's so beautiful. Ну давайте поздравим Миккельсена. Мне нравится ваша страна, нравится ваша культура. Раз уж мы заговорили о России, хотел бы спросить, кого из... хотели бы сняться в какой-нибудь экранизации российской книги, возможно, какой-нибудь автор российского? Yeah, I would love to. I mean, I know that the Master and the Marguerite has been tried to be on film many times, so maybe one day. Да, Мастер и Маргарита меня особенно привлекает. Мастер Может быть, Маргарита, однажды. друзья. А кого из Мастера Маргариты? Мастера или, может быть, главного злодея? Just the devil. Дьявол подойдет. Хорошо, вопрос номер 2. Насколько сильно отличается опыт работы в кино от опыта работы над игрой? Well, the big difference is obviously that we get a script when we read a film, so we understand the entire story. On a game, we have no idea. We're just making scenes, and we'll try to make them work as well as we can. Большая разница заключается в том, что когда мы работаем над фильмом, мы получаем сценарий, мы знаем, как развивается история. Когда работаешь над игрой, то ты не знаешь, как будет развиваться арка твоего персонажа, ты просто снимаешь определенные сцены. Да. А как вообще впечатление от работы с гением, с Хидео Кодзима? И встретил ли он его в Москве, он прогулялся по Красной площади вчера? No, I think he's coming today. I will see him later today. Yes, he is a genius. It's a complete different world from where I come from. But you can just tell that he has his own touch. It's very unlike anything I've ever seen. I'm very honored to be working with him. Я увижу его сегодня, и, конечно, действительно он гений, потому что он погрузил меня в тот мир, в котором я до этого не был. И, конечно, это для меня была большая честь работать с ним. Отлично, господа, я продолжу задать свои вопросы, но у нас не так много времени, я знаю, что вы пришли. Экспериментировать с алкоголем, пока они работают. And of course it goes terribly wrong for all of them. И, конечно, все идет не так. And they only drink Carlsberg. Конечно же, они предпочитают только этот напиток. Аплодисменты, друзья! Еще один вопрос, он здесь. Здравствуйте, Мадс. Очень здорово видеть вас в России. У меня такой вопрос. Смотрите, в фильме «Доктор Стрэндж» вашего героя убивает Бенедикт Камбербэтч. Несколькими годами ранее вашего брата в сериале «Шерлок» убивает также Бенедикт Камбербэтч. Вопрос. Можем ли мы когда-нибудь увидеть братскую месть, когда вы убиваете эту заносчивую притяжку на экране? My brother, who is also an actor, he played in the TV show Sherlock Holmes, and he got killed by Benedict Cumberbatch as well. Yeah. Right.
So yes, we have a plan, my brother and me. We will bring it to Denmark, and we will fix it once and for all. Да, мы однажды привезем его, украдем, привезем в Данию и разрешим этот вопрос. Аплодисменты. Hello, good afternoon. Good afternoon. It's nice to see you again. I'm JD from South Korea. It takes 10 hours by plane. My question is, I'm curious to know the most impressive movie. Tell me, please, is there any places in Russia which would you like to visit? Where are you? Hand up, I can see you. Какие места в России вы бы хотели посетить? Yes. Oh, there's obviously being the largest country in the world, there's so many places you would like to go. But on top of the list is of course St. Petersburg. I have to go there. Конечно, будучи самой большой страной в мире, так много мест, которые хочется посетить, но у меня в топе Санкт-Петербург. Да, питерцы есть в зале? Еще один вопрос. Hello, Matt. Thanks for coming here. I'm here. My question is there anything that would make you refuse a film or a TV show? Like maybe the topic you find controversial or you don't agree with it or anything at all? Что может вас заставить отказаться от проекта, от сериала или фильма? No, I don't think there's any topic that would be too dangerous to touch. The only reason why you would say no is if it's bad, if it's badly written and not interesting. But in terms of topics, I think there's no such thing as taboos. Для меня нет запретных тем, как и для искусства. Мне кажется, что ты можешь отказаться только если сценарий плохой, если диалоги прописаны плохо. А так нет для меня никаких запретных тем. Окей, ответный вопрос. А приходилось ли ему отказываться от чего-то, о чем он потом не пожалел? Может быть, какой-то фильм вышел потом на экран, и он сказал: «О, хорошо, что я не снялся». Yeah, quite a few times. But I've also done the opposite. I have said no thank you to something that turned out fantastic. Было и такое, в то же время я отказывался, и потом смотрел этот проект и думал: ах, как классно. По вашим аплодисментам, друзья, видите, гении тоже ошибаются. Еще один вопрос, держи. Здравствуйте, Мадс. Могу я спросить, какой момент в своей творческой карьере вы считаете наиболее важным? Ну, в принципе, это может быть момент даже не в творческой карьере, а в жизни, но связанный с вашим творчеством. I don't know. I think maybe the first thing I ever did, my very first film, when I met Nicholas Winding Refn and we did Pusher, a film called Pusher, together. I think that might be a defining moment because it was my first job and we made 5 films after that. So yes, that would probably be it. Наверное, мой первый проект, как именно первый мой фильм, который я сделал с Николасом Виндинг Рёфном, он назывался «Пушер», и после этого мы сделали еще 5 проектов вместе, а так как была это моя первая работа, то, наверное, это тот момент, который стал поворотным для меня. Николас, это круто. Я помню, смотрел фильм, где кто-то ел глаз. Прошу прощения. Yeah. Yes, and he is also in Death Stranding. Он, кстати, к нашей как раз выходящей игре Death Stranding будет тоже. Серьезно? Поаплодируем, давайте, ребята, это важно. Передай. Давайте аплодируем. Окей, ну давай задание. Приглашение к аукциону поиграть с Месси. Варя, вот через девочку звонит. Then flew in a crazy comedy that was called With Green Witches.
He's a very, very known character. He's a really successful. Мне просто отлично. Можете смело ответить на эти вопросы. Все понятно? Так что, когда будет свободное время, бегом на мастер-клубе видео за подарками. На этой сцене представить вам создателя черного плаща. Я не знаю, это такой персонаж, который вот песня прям под ногой сидит, и вот я не знаю, что должно случиться, чтобы я ее забыл. Друзья, я представляю вам генерального редактора, главного редактора издательства Павла Рому. Он дальше сам все сделает. Рома! Рома! Привет! Привет, друзья! Как дела? Как Comiccon? Давайте мы покажем видео про нашего гостя, если можно. Это будет очень круто. Итак, мы приветствуем вас на сцену громадными аплодисментами! Друзья, давайте поаплодируем создателей легендарных персонажей нашего детства. Ну-ка, Вика! Воу! Я думаю, нам нужно немножко поскандировать, как считаете? Стоун! So, Ted, how was it in Russia, at Comiccon? Как вам вообще в России на Comiccon? It is fantastic. These guys kept telling me that, people want to see you, people like your cartoons, and I said, yeah. And you like the cartoons? Все потрясающе. Ребята, сейчас такое время, но здесь будет очень много народу, потому что здесь все вас все любят ваши мультфильмы. Я говорю, ну да. Так вы действительно любите мои мультфильмы? It has been wonderful. So many people have said, you made my childhood. And that touches me deeply. It's wonderful. Столько людей за вчерашний день сказали Теду, что он создал их детство. Вы согласны с этим? They love you. Because you are very handsome. Chip and Dale in the audience. Чип и Дейл в аудитории у нас стоят. Все классно. Друзья, мы сейчас проведем маленький конкурс. Вы все знаете, что вот это проходит автограф-сессии на Альяхах, правда? Вы все хотите, автографы совершенно бесплатные. А сейчас мы проведем маленький конкурс. Подождите нас со слайдами, пожалуйста. Все знают, что черный плащ. Да. Все знают, что черный плащ, например, был вдохновлен огромным количеством супергероев, да? Мне всегда нравится мысль, что для нас он был первым, да? А для всех остальных это была, пародия на Бэтмена, на Тени, на других супергероев. Вот нам сейчас нужно 2 фаната комиксов. Вот мы выберем из зала 2 фанатов комиксов. Поднимайте руки, которые готовы выйти на сцену и принять участие в конкурсе. Давайте. We need to pick 2 comic book fans from the crowd.
if they wanna. Кто из фанатов комиксов может принять участие в нашем конкурсе? You pick the people who. Да, вот вы выходите. И еще один человек. One more. Да, прыгающий прыгающий. Ladies and gentlemen, it's the living gummy bear. Bouncing here and Отлично. everywhere. Ребята, кого вы находите на сцене с легендой? Ну и еще Тед, конечно, тоже здесь. Как ваши дела? Кстати, Тед на табличке Мигами тоже работает, собственно, вы можете видеть. Should we just make, like, you know, all the intro songs? Just sing karaoke? Привет, ребят, как вас зовут? Кирилл. Кирилл, а вас? Кирилл. Ага, у нас сегодня победит Кирилл. They're both named. So, okay, you knew who to pick, you know. Ребята, у нас сейчас будет вопрос, вы на комиксы читаете? Отлично. Можно нам включить слайдик. И мы знаем, что «Черный плащ» был вдохновением множества, так сказать, известных супергероев. К какому же классическому комиксу отсылается эта обложка? Кирилл. Правильно! Действительно, в следующем слайде мы увидим эту обложку оригинальную. Да, это действительно Dark Knight Returns. Кирилл, у вас будет шанс. Вы тоже знали, да? Все. Поэтому следующий слайд. Так, а вот это что? Да, Кирилл один, это Киллин Джо, это Quackerjack as the Joker, да. У нас очень сильно растягивается экран, но нам нравится. Вот, давайте следующий. Так, это кто из вас быстрее? А номер точно кто вспомнит? Вы знали? Хорошо, 2 очка в пользу Кирилла. Comiccon is winning for now. And the next slide, please. Да, именно какая-то классическая обложка Людей Икс отсылается обложка черного плаща. И давайте следующую загадку. Вот Кирилл, у вас вот может ответить. They have to be very old to know this one. Older than me. Чтобы это знать, нужно быть очень старым. Даже старше, чем я. Пробуйте. It's one of the oldest covers in the world. Одна из самых старых обложек в мире. Ну, какие предположения? Бэтмен, это Бэтмен, друзья. Никто не угадал из вас. Давайте последующий, самый сложный слайд. Вот этот вот. This one. Это очень сложно. Хотя бы попробуйте угадать персонажа или команду. Нет. Нет, еще варианты, по одному от каждого. Это Люди Икс, правильно, мы догнали, действительно. Покажите нам оригинальную обложку. Да! Собственно, наши конкурсанты сравнялись. Comiccon. Поэтому каждый из вас получит подарки, аплодисменты! To show off my comic book geekery, that Batman cover was an homage to an older Batman cover, the Golden Age. И каждый из участников получает вот такой принт с автографом Теда, он уже подписал его. Держите. И комикс «Майор Гром». Как твои с обложки Теда Стоунса. Ребят, спасибо вам, поздравляю. Приходите его повидать, друзья. И мне кажется, стоит как минимум еще раз громогласно поаплодировать. Yeah, I said that you were... Я хочу
заметить, плохо в таких ситуациях уже этот рюкзачок как-то прятать. Paparazzi, like a Lady Gaga. Y no te me hagas, en comer de vivo tú has visto mi cara. No salgo de tu mente, donde quiera que hayas escuchado a mi gente. Ya no soy rey, soy como el testarosa. No soy el que se la vive y también el que la goza. Cosa es la cosa. Вот это очередь. Мне так казалось. Большинство вопросов, которые я задаю, они из зала. Но только, пожалуйста, придумайте нормальные вопросы. Никакая роль вам понравилась больше всего. У вас получится? Пиздец. Эти голоса. Я шучу, господи. Они мне это сказали. Вы хорошо послужили мне. Теперь мои ужасы сокрушат ваших врагов. Она не смогла его победить именно из того, что он физикально самый сильный считался. Поэтому он ее спокойненько следовал. Но потом у него
Маленькая девочка Лида, она снялась в эпизоде. Аплодисменты, девочки. Она могла учиться в школе, но она ходила на съемки по просьбе Федора. Сергей Соломин! Yes! Дорогие друзья, актеры фильма «Вторжение». Фильм, премьера его будет для всех, для нас. Напомню, 1 января. Ирина Старшенбаум. Обратите внимание, как элегантно Ирина поднимается. Да-да-да. У меня, я думаю, не работает, микрофон работает. Всем привет, всем добрый день. Господи, как вас много. Да. Вау. Любимец публики, в особенности женщин, наш дорогой Реналь. Мужчина. Вы узнаете его по пальто. Что вы делаете? Добрый день, всем привет, здравствуйте. Да. Здрасте. И, конечно, Юра. Юра, мы ждем тебя, Юра Борисов. Юрий, выходи к нам. Если что, я тебе дам микрофон. Я передам микрофон Федору Сергеевичу, чтобы он объяснил... уже есть микрофон. Тогда я Лиде передам микрофон. Федор Сергеевич, это ваши зрители. Слушайте, большое спасибо, что вы здесь собрались. Реналь, по-моему, ты похож на вот это изображение твое. Я надеюсь, минимум мы вас заинтересуем, а максимум порадуем тем материалом, который мы сегодня хотим представлять. Мы благодарим площадку за то, что Comiccon, за то, что у нас есть такая возможность представить вам тизеры и материалы по картине. Вас очень много, вы прекрасны, потрясающие, красивы. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, пользуясь случаем, актерам. Реналь, ты должен что-то сказать по-другому. И у нас новый артист нашей компании во вселенной «Притяжение». Это Юра Борисов, пользуясь случаем. Юрочка, я тебе очень благодарен за то, что ты принял участие в нашей картине. Без тебя это совершенно новая история. И Лида Крылова, наша юная артистка, которая фрагментарно появилась в картине, но я тебе очень благодарен. Она первый раз на такой сцене перед такой аудиторией. Просто поддержите ее, ей это и важно. Спасибо. Спасибо, друзья. Comiccon встречает Эндрю Скотт! Ребят, все очень просто. У нас есть вопросы из ВКонтакте ваши, мы вначале их зададим. Если у нас останется время, то я пойду в зал, и вы зададите свои вопросы. Если не останется, то в зал мы пойдем уже завтра. Все очень просто. Итак, Эндрю, это ваш фан-клуб. Всем привет. Спасибо. Они пытались прорваться в центр, но их никто не пустил. Потому что здесь вас любят не меньше. Привет, как дела? Эндрю, у нас есть сеть такая ВКонтакте, как Facebook, только русский. И вот оттуда сегодня у нас будут вопросы. Итак, поехали. Эндрю, во время работы над каким фильмом, сериалом или спектаклем вы получили самый большой актерский опыт? Well,
Well, I work on stage and on film, I suppose my big break for television was Sherlock. Я работаю и в кино, и в театре. Мне кажется, мой самый главный прорыв это, конечно, Шерлок. And on stage is Hamlet, which is written by William Shakespeare. Ну, а на сцене, наверное, Гамлет, Уильям Шекспир. Эндрю, интересовались ли вы творчеством русских писателей? Если да, то кто ваш любимый и какое произведение у него или, может, у нее понравилось больше всего? Oh, well, my favorite writer, Russian writer, is not just Russian, any writer in the world, is Anton Chekhov. Но вообще мой любимый писатель это Антон Чехов, и не только русский, а вообще мой любимый писатель из всех писателей I was in мира. a movie of his. He wrote a short story called The Duel, and I made years and years ago, and I was in a film. И я снялся в фильме по его рассказу «Дуэль». Уже какое-то время тому назад я участвовал в этом проекте. I think I'm from Ireland. I think the Russians and the Irish have a lot in common. Я вообще из Ирландии. Мне кажется, что у ирландских и у русских очень много общего. You see, yes, we still miss you. Да, я вижу, спасибо. Ваш любимый жанр музыки? Назовите 3 ваших любимых песни, которые можете слушать бесконечно. Crikey. I like U2. They're a big band, the Irish band. Мне нравится U2, да, это известная, это очень большая ирландская группа. Yeah, and I like Rufus Wainwright. I like. Мне нравится Rufus Wainwright. I don't know. I like pop music in general as well. I like lots of different types of music. It's quite scary when there's a lot of people waiting for an answer here. Знаете, мне самая разная музыка нравится, и поп-музыка вообще немножко страшно, когда так много людей ждут твоего ответа. But can I just say it's a real honor to be here in Moscow. I've always wanted to come here. Вы знаете, вообще, я хочу сказать, для меня огромная честь побывать в Москве, и я всегда хотел сюда приехать. I get a lot of fan mail from people in Russia, and so it's always been something that I've wanted to do to come here. So thank you for having me. И большое спасибо, что вы меня принимаете. Мне так много пишут писем из России, и я всегда хотел сюда приехать. Наконец я здесь. Без каких 3 вещей вы не можете вообразить себе себя самого? Alcohol. Так, алкоголь. Russian vodka. Русская водка. Russian chocolate. Русский шоколад. I suppose my family and my friends. Ну, вообще-то, моя семья и мои друзья. And I think it's very important to have laughter. You can't have there's no point in being alive if you don't have a laugh. Очень важно смеяться. Нет никакого смысла жить, если не над чем смеяться. Так что вот еще смех. Вы заметили, друзья, что он отделил алкоголь от русской водки? Что русская водка это что-то особенное для ирландцев. Yeah, I had some Russian vodka last night, yeah. Я знаю, о чем говорю. Я вчера выпил русской водки. Эндрю, утомительна ли жизнь актера в повседневной жизни, когда все хотят получить ваш автограф, сфотографироваться с вами и спросить, будет ли 5-й сезон Шерлока? No, it's very tiring being an actor who is unemployed. Знаете, очень скучно быть актером без работы. Вот это от этого устаешь. I think it's unlikely that I think it's unlikely that there's going to be
a fifth season of Sherlock. Ну, знаете, маловероятно, что будет снят 5-й сезон Шерлока. Маловероятно, простите. But you never know, but I do. Но никогда не знаешь. But no, I don't do much social media. I like to meet people face to face, so it's really nice to meet the fans one-on-one. I don't do Instagram or Facebook or VT or anything like that. So it's really important to get to meet people, and so I really like to meet everybody. I'm sorry that the photographs are so quick, but that's the way it is. Ну, знаете, я, честно говоря, не очень большой поклонник социальных сетей, Инстаграма, Фейсбука. Я очень люблю встречаться с людьми, чтобы у нас было живое общение. И фотографии это тоже хорошо, но фотографии это слишком мало. Я бы хотел, чтобы у меня была возможность более тесно пообщаться с моими друзьями, с людьми. Я сейчас обращусь к фан-клубу. Вот эти арты вы хотите подарить, да? Соберите все, что вы хотите подарить, и кто-нибудь, представитель ваш, выйдет потом на сцену, да? Собирайте свои подарочки. Следующий вопрос. Бывало ли такое, что роль повлияла на ваш собственный характер? Если да, то какая это была роль? No, not really. I think when you're a kid, we play a lot, as kids, and when you become an adult, you're supposed not to play anymore. So no, I tend not to take it too seriously. You sort of use different parts of yourself. So this year, I'm doing this thing called His Dark Materials at the moment, and next year I'm going to play Tom Ripley in a new TV show, and so they're very, very different characters. So you tend to do just lots of different things all the time. But no, I can leave it behind. I'm not a method actor. Нет, вы знаете, я не актер методов. В детстве мы тоже ведь много играем, но вообще эти игры остаются в детстве. Очень много разных проектов. Сейчас я работаю над проектом, который называется «Исторические материалы». Для любого проекта я играю роль Тома Рипли. Это совершенно разные герои, поэтому я свои актерские работы оставляю как бы позади. Я абстрагируюсь после того, как эти проекты заканчиваются. Аплодисменты, ребят. С каким режиссером и с каким актером вы бы хотели поработать? Well, I love the films of Steven Spielberg and Paul Thomas Anderson. Мне нравятся Стивен Спилберг и Пол Томас Андерсон. There's so many actors. Actors is my favorite part of it. Working with different types of actors is my favorite part of the job. No, there's loads of actors. I shouldn't name anybody because I don't want to hurt anyone's feelings. Знаете, актеров я не хочу называть, потому что актеры вообще это самая любимая составляющая моей работы. Мне так нравится работать с самыми разными актерами. Есть столько замечательных актеров, поэтому я никого не буду называть, чтобы никого не обидеть. Чтобы никто не обиделся, да. Эндрю, если бы у вас была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему бы вы научились? To read people's minds. Я бы хотел научиться читать мысли людей. О, да. Попробуйте прочитать следующий вопрос. Yeah. Да. When am I moving to Russia? Когда я перееду в Россию? And when? И когда? Tuesday. Во вторник. После дождичка в четверг. У некоторых актеров перед выходом на сцену или съемочную площадку есть так называемые ритуалы. Кто-то здоровается со сцены, у кого-то вещь-талисман, у кого-то простая фраза. Если у вас особый ритуал, если есть, то что это и почему? No, not really. I think it's really important to just be present whenever you're there, and to try not to do the same performance that you gave last night
the next night. The most important thing about acting is to be able to listen to other people and not to be too set in what you want to do. So no, it's just to really enjoy yourself and have a good time, and that's what I intend to do. Нет, знаете, мне кажется, что очень важно не настраивать себя на что-то заранее, а очень важно быть в текущем моменте и не пытаться повторить на сцене то, что ты сыграл на ней в прошлый раз. Нужно слушать людей и просто настраивать себя на хороший лад, тогда все получится. Эндрю, до приезда в Россию верили ли вы в какие-нибудь стереотипы, связанные с Россией? И какие из них оказались правдой или ложью в итоге? И приедете ли вы сюда еще раз? Wow, that's such a good question. Какой хороший вопрос. You know what? I think in the world, the way politics is run and the way our society is run, it's designed to make us all, everybody in the world, feel like we're all different from each other. And actually, I really believe that there's a universal truth to all humans, is that we're looking for love and connection. So even though some of our politics can be different across the world, I do believe, like looking in people's eyes, you see that what we want is to be connected and to be listened to. And I believe that the world, there is room enough for lots of different types of people, and that the world is everybody's, and it's up to us to find our place in the world. So I think looking in the eyes of people here, I find them very kind and open and generous. Знаете, политики любят делать так, убеждать нас в том, что все люди разные, но на самом деле мы все очень похожи друг на друга, нам всем нужна любовь, нам всем нужны друзья, и поэтому мне кажется, что очень важно находить эту связь, находить общие моменты, нужно смотреть друг другу в глаза и быть друзьями, и любить друг друга. Почему, как вы думаете, ваш персонаж в сериале «Дрянь» боялся лис? Несет ли этот страх какой-то глубинный смысл? I don't want to give it away too much. People have extraordinary different ideas. I think it's about something to do with the soul. Знаете, не хочу вам все сразу рассказывать, у всех свои какие-то объяснения, почему это так. Это связано с его душой. Do people get Fleabag over here? You get Fleabag? Тут показывают дрянь, да, вы видели? Cool. It's a great show. We're very proud of it. I'm glad. Круто. Мне кажется, это прекрасный сериал. Я горжусь тем, что он у нас такой получился. Эндрю, смотри, я сделал самолетик из вопросов из ВКонтакте. Давай ты его кинешь, и кто его поймает, поднимется на сцену, ты ему подпишешь, сфоткаемся, ну прикольно будет. Умеешь кидать самолетики? Туда хочешь, да? Я не знаю, насколько у меня хорошо получается самолетики лепить. Сейчас их там... you want to... No. What are you doing? Okay, do what you want. Он хотел его смять и таким мякишем запустить. Окей, кто-то у нас поймал. Кто поймал, иди сюда, девчонка. Вы пока готовьте свои вопросы. У нас есть немного времени на ваши вопросы. А пока фан-клуб, давайте нам сюда своего представителя. Давай. Выходи к нам, выходи. Наверное, у вас тоже есть вопрос? Да. Давайте, пустите ее тоже, пустите двух. 3 уже, ничего себе. Она поймала бумажку, да. Ну, вручайте, что вы хотели вручить. Покажите нам на камеру.
Это откуда-то оттуда? Can you bring her up? Bring her up. А можно человека, вот кто это нарисовал, эта девушка, да, можно ее попросить сюда? Да, девушка, кто рисовал эти арты? Выходи на сцену. Пожалуйста, кто это нарисовал, можно вас пригласить. Давайте мы все покажем в камеру, где у нас здесь камера. Пока там девочки выходят. Первый, второй, третий. Give her a round of applause. Поаплодируем, пожалуйста. Пятый. Очень крутые арты. That's amazing. Спасибо. Так, идите сюда. Спасибо. Come here, stay here. We will photo you with all couple of these people. Пожалуйста. Ребят, давайте, не стесняйтесь. Фотограф, где у нас фотоежи? Кто-нибудь, поднимитесь к нам. Отлично. Давайте спиной к залу и все вместе, со всеми людьми. This way. Друзья, вас учить же не надо, да? Как надо приветствовать Эндрю Скотта. Давайте, руки вверх! Comiccon 2019! Можешь повыше чуть-чуть сфоткать еще, чтобы весь зал было видно. Давай. Comiccon 2019! Эндрю Скотт на сцене Comiccon. Красавцы! Ну что, ребят, у нас есть еще минут 15 на ваши вопросы. Сейчас мы проводим девочек со сцены. Девчонки, спасибо большое. Эндрю, take your microphone. Спасибо. Эндрю, сейчас мы задаем вопросы в зал. Выбери потом лучший и тоже поднимемся, фоточку сделаем. Окей. Да, хорошо, так и сделаем. Hi, Andrew. Hi. At first, I have present for you. This is apple with Moriarty's portrait. Вот подарок, яблоко с портретом Мориарти. And my question is so easy. Do you like Comiccon Russia? Тебе нравится Comiccon? I'm having an amazing. This is incredible. Thank you so much. Это просто потрясающе. Большое спасибо. Fantastic. Honestly, I hope you're not getting crushed back there, but I really mean so much. Sometimes you think that your work isn't being seen across the world, so it's just incredible that you all came, and I hope you're not getting too squashed. And I can see everybody there at the back as well. Я вижу всех, я вижу даже тех, кто там вдали. Я надеюсь, всем уютно чувствовать себя в этой толпе, и так здорово, что нас знают по всему миру, так здорово, что на нас приходят люди по всему миру. Эндрю, мы справа. We are from the right side. Hi, Andrew. Hi there. Oh my God. I want to say that all your fans, and we're really happy to see you now in Russia. It's just unbelievable. So my question is, какие роли ты предпочитаешь играть больше? Кого-то экстраординарного или обычные повседневные личности? И каково тебе вжиться в роль? Давайте чуть перефразируем комедийные, драматические. Oh wow. Well, I think, you know, it's a really interesting thing. It seems a bit weird because, you know, you have a platform, you literally have a platform, and it makes you feel like you're extraordinary. But what is really interesting about being an actor is that every person here has a very unique story, you know, very unique, extraordinary story. So every ordinary person has an extraordinary story, and that's what's interesting about an actor, is to try and bring those things brings alive. So I would say the ordinary characters, you know, contain a huge amount of extraordinary traits. Знаете, что интересно в актерской игре? Может показаться, что есть какое-то деление на людей экстраординарных и обычных, но как только ты начинаешь
вживаться в образ, скажем так, обычного человека, ты понимаешь, что каждый из нас необычен, каждый из нас экстраординарен. И вот найти эти необычные черты, вжиться в роль таким образом, вот, пожалуй, самое интересное в актерской профессии. Поэтому я скажу, что интереснее мне так называемые обычные персонажи. Can I ask people to say hello to my mom? Могу я вас попросить поздороваться с моей мамой? А как зовут маму? Nora. Нора? Нора. Да. All together, давай. Нора! 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 Спасибо. Next question is here from Devil. Hello, Andrew. Hello, you look great. My Отлично brother выглядишь. is in love with you. Can you please sing I Want to Break Free at least one verse? Спой I want to break free. You guys sing it. А может быть, And I'll вы do споете? I want to break free. Давай, продолжай. I want to break free. Come on, let's do it. Keep going. Давайте все. Ну все, вы готовы? Давай, все вместе. I want to break free. Break free from this life, you're so satisfied, I don't need you. I've fallen in love. Подождите, нам надо увидеть этого дьявола, покажите его крупным планом. Еще раз, давай. I want to break free. God knows I want to break free. God knows. Да. Кто следующий? У кого тут вопросы были? Я руки видел. Вон там. Все, иду. Точно, здесь вот меня девушка просила. Andrew, hello. Hi there. I love you. Oh, thank you. I just want you to know that your name sounds in Russia like Andrushka. Вот как звучит твое имя по-русски. I love that. And my question is, have you ever had an opportunity to act in a computer game? Maybe in... No, I never have. That's No, the- if anybody wants me to. Доводилось ли I'll сниматься в do компьютерной игре? Нет, пока еще нет. Если кто-то хочет меня пригласить, Во что пожалуйста. ты играешь? Есть вообще, играешь ли в компьютерные игры? I don't really play a lot of computer games. Вообще-то нет, я не играю в компьютерные игры. Здравствуйте. Скажите, играя Hi there. Привет. злодеев, имели ли вы на самом деле проблемы с законом? Yeah, I am actually. Да, вообще бывало такое. For being drunk and disorderly. Потому что как-то я напился и буйствовал, такое бывает. Я пятерик отмотал. Hi. Well, you've How are already you? been asked this question a lot of times, but anyway, if you weren't an actor, what would you do, and what profession appeals to you? I would be a painter, an artist. Yeah, that's what I would do. Да, если бы я не был актером, то я был бы художником. Hi, Andrew. First of all, here. Hi. First of all, welcome to Russia. Thank you so much for having me. And also, first of all, I want to say I've been in this August at your performance. I mean, Present Laughter. Yeah. Thank you so much for your great, outstanding, wondrous work. It was amazing. Все увидят в записи где-то в ноябре этот спектакль. Поэтому поймут и увидят выдающийся комедийный талант Эндрю. Мой вопрос. Вы играете каждый день, вот у вас в практике в театральной, вы играете каждый день спектакль, бывает по 2 раза. Расскажите, пожалуйста, как вам это дается, как вы с этим справляетесь и как вам удается так невероятно выступать, я не знаю, давать свою роль, играть. Расскажите, пожалуйста, ваш секрет. Спасибо.
Well, I think what's happened now because of the films and TV and everything, that people come from all over the world. So even if you're tired, it's people are coming to see you from here or from America or from Europe or from China or from wherever across the world. So it's really important that you don't let them down. Дело в том, что люди приезжают, чтобы посмотреть на твою игру со всего мира, из Штатов, из Китая, из Европы, отовсюду. И важно выдать максимум, чтобы их не разочаровать. Все время нужно выдавать максимум. From the right side again. Right. Hi there. Привет. Hello. I love you. I have two presents for you. And I have one question. Скажи, пожалуйста, я смотрела фильм с твоим участием «Стальная страна», «Dark Place», «Still Country». Скажи, пожалуйста, вообще, какие у тебя ощущения от участия в этом фильме? И как бы ты расцениваешь своего главного героя? Что ты думаешь о его поведении, поступке в конце фильма? That's questions about a movie I did called A Dark Place or Steel Country. It's got a couple of titles. And it's about a character who's who's on the autistic scale, on the spectrum. And that was a very special character for me. Again, it's very important to me in the characters that I play that not just in the characters I play, but that on film we see all types of humanity represented. So there are some people here today, I'm sure, who have Asperger's syndrome, who are on the autistic scale, and I really admire at events like this, at cons all around the world, people who are brave enough to be different and to dress up as their favorite characters and to use their imagination, because this is a very positive atmosphere here, and a lot of the films in the world are about violence and dark subjects. So that character is somebody who thinks differently to regular people, and so that's why I connected with him. So yeah, it's a film that people can watch if they want to on the internet. But thanks for your question and for responding to that character, and for anybody here who's on the autistic spectrum, it's to say, even if you feel different, that we're all as more similar to each other than we think. Что хотел бы сказать, мне кажется, это очень такой важный фильм для меня. Действительно, у него много названий: Dark Country, Dark Place, Special Country. И главный герой, у него расстройство аутического спектра. И мне кажется, что очень важно понимать, что, может быть, эти люди в каком-то смысле чувствуют себя по-другому, но на самом деле мы все люди, и те, кто здесь, и те, кто за этими стенами, у нас очень много общего, и в чем-то, в каком-то глубинном смысле между нами нет каких-то глобальных отличий. Я верю, что здесь присутствуют люди с расстройством аутического спектра, может быть, у кого-то синдром Аспергера, и очень важно понимать, что мы все одинаковы, да, нет каких-то глубинных различий между нами. Еще очень важно, мне кажется, такую вещь сказать. Я только приветствую то, что люди приходят сюда, здесь такая позитивная атмосфера, здесь люди могут, например, проявить свою смелость и переодеться в своего любимого героя. Я тоже считаю, что это очень-очень смело, и это можно только приветствовать, это очень важно. Спасибо. Эндрю, это девочка, которую ты только что... It's Антон Павлович Чехов. Can you wear it now? Yes, it's Чехов. Спасибо. This is Станиславский. Can you wear it now? Да, это конечно. специально для тебя, девчонка, которая... Два вопроса осталось у нас, ребят, два вопроса. Сейчас я подойду вот к этой девочке. Мы с моей лучшей подругой хотим очень знать сильно, были ли какие-то забавные или смешные, или интересные какие-то моменты на съемочной площадке или в жизни? What's your best friend's name? А как зовут подругу?
Hello. How are you? That's sweet. Аня. Oh, that's cool. Well, you know what? It's brilliant. I've been working as an actor for 20 years, and my best friends are actors. Most of them are actors, and so I've met in really incredible people. Benedict Cumberbatch, who you'll all know, and you know, now with Phoebe Waller-Bridge, great pals of mine, and it's, you know, it's really important when you're acting that I always say this, but you play a part. You're supposed to be playful. So I don't like it when it's too serious, but sometimes when you're making films, there's a lot of pressure on you, so they don't really allow you to laugh that much. So I can't think of many times of late, because I've been working so hard, just getting everything done. Слушайте, ну вообще быть актером это довольно серьезное дело, и так вот сразу я не могу вспомнить, чтобы были какие-то случаи, когда мы прямо вот сходили с ума и веселились. Но я хочу сказать, что актером я работаю уже 20 лет, и самое приятное в работе — это совместная работа с потрясающими актерами. Ну, например, с Бенедиктом из Фиби было просто здорово работать. И важно тоже понимать, что актер, он чем занимается? Он играет, да? В каком-то смысле не нужно это воспринимать слишком серьезно, потому что это как вот, когда ты играешь в игры, также и на сцене или в кино, это по большому счету всего лишь игра. The last question, we are here. Hello, Andrew. Hi there. We've heard some Russian words from you today, and was it hard for you to learn them? And what do you think about Russian language? Что ты думаешь про русский язык, и какие-то русские слова мы от тебя сегодня слышали, трудно ли было их выучить? No, I'm really embarrassed that I don't have more Russian. I'm sorry. Everybody's English is much better than my Russian. Честно говоря, мне немного стыдно, что я больше ничего не могу сказать, потому что все говорят по-английски гораздо лучше, чем я говорю по-русски. So next time round, I'll have a few more words. В следующий раз я выучу еще несколько слов обязательно. Next time will be tomorrow. Tomorrow I'll have a few more. I will teach you. Завтра, в следующий раз, к завтрашнему дню я еще Okay, выучу. you need to choose the best question. I think it's got to be the singer, right? This devil. Yeah, the gentleman, yeah. Давай, сюда, Приз, пролезай. конечно, джентльмену, который пел. I want to break free. Давай. Красавчик, залезай на сцену. И давайте все вместе под песню I want to break free проводим Эндрю сегодня со сцены, да? Что ты хочешь сказать? Давай. I want to say that recently at Школа студия МХАТ I received a handshake just 2 people away from Konstantin Stanislavski, and now I think you're worthy enough so I can pass this handshake to you. Итак, в 3 рукопожатиях от Станиславского теперь Эндрю. Где микрофон? Держи. Давай. I want to break free. I want to break free from this life. You're so self-satisfied, I don't need you. I want to break free. God knows I want to break free. Спасибо большое, черту. Друзья, Эндрю Скотт. Давайте громче, как мы умеем. Comiccon, проводим его. Эндрю, it's all for you. It's all for you. Comiccon Russia 2019. Эндрю Скотт. С ним мы увидимся завтра. Готовьте свои вопросы. А прямо сейчас мы передаем эстафету нашему косплей-движению. И Эйприл О'Нил, да?